Нина Ипохорская, польская художница, журналистка, писательница и переводчица. Автор большого количества известных афоризмов. Старость начинается тогда, когда все девушки начинают казаться красивыми. Все новое поначалу кажется невозможным, а все-таки потом мы это на себя надеваем. Парни все равно, что часы, их нужно заводить каждые сутки. Не только не говори, сколько тебе лет, но даже не говори, насколько ты выглядишь. Лучше сделать счастливыми многих мужчин, чем сделать несчастного одного. Заботливость – это когда думают о других. Пример. Одна женщина убила мужа из лука, чтобы только не разбудить детей. До чего же не похоже на правду то, что женщина видит в зеркале. Если женщина признается тебе в своем возрасте, значит, она уже из него вышла. Лучший способ вылечить разбитое сердце – разбить его снова. Будь пунктуален, и тогда никто не потеряет времени зря, кроме тебя самого. Беды и близнецы никогда не приходят в одиночку. Мужчины даже не подозревают, чем они обязаны воображению женщины. Молодая красивая женщина – это чудо природы. Немолодая красивая женщина – это чудо искусства. Не хлебом единым жив человек. Нужно что-то и выпить. Самое большое влияние на человечество оказали книги, которых почти никто не читал. Автомобили учат мужчин, что женщины вовсе не самые капризные существа на свете. Если заурядная женщина и заурядный мужчина считают друг друга незаурядными, это любовь. Трудно женщине вступить в 40-летний возраст, а еще труднее из него выйти. В индустрии развлечений самой удачной идеей было разделение людей на два пола. Зрелый мужчина – существо, которое под елкой надеется найти красивую девушку, а находит галстук. Первое правило вежливости – быть красивой, или хотя бы не быть некрасивой. Следует различать отказ категорический, отказ временный, отказ условный и отказ женский. Если бы юноши знали о девушках то, что знают их матери, мир был бы полон холостяков. Даже самый суеверный человек не откажется от 13-й зарплаты.
Новое платье действует на женщину, как 4 стопки водки на мужчину. В голове легкость, головокружение и жутко хочется секса. Может быть, работа не слишком приятное занятие, но куда-то ведь надо утром идти. Мальчик становится совершенно несносным, когда приближается к 50 годам. Мужчины только делают вид, будто не понимают женщин. Это им дешевле обходится. Мало встать рано утром, надо еще перестать спать. Женщинам карьера дается труднее, ведь у них нет жены, которая толкала бы их вперед. Умные люди знают, что можно верить лишь половине того, что нам говорят, но только очень умные знают, какой именно половине. Если беседуют двое мужчин, они говорят о себе. Если беседуют две женщины, они говорят о третьей. Женщины, как дети, любят говорить «нет». Мужчины, как дети, принимают это всерьез. Взгляд одной девушки на другую напоминает контроль багажа на таможне. Счастливому случаю нужно помочь, если уж удалось его организовать. Если мужчина ищет женщину, которая выглядит всегда хорошо, умеет поддержать разговор, интересуется политикой, хорошо поет и при этом умолкает по первому требованию, значит, на самом деле ему нужна не женщина, а телевизор. Девушки, которые знают орфографию действительно хорошо, не носят слишком коротких юбок. Не заглядывай в конец отрывного календаря, просто подождя год, и ты узнаешь, что тебя ждет. Девушка становится женщиной, когда от поисков идеального мужчины переходит к поискам мужа. Чтобы выглядеть как богиня, нужно 20 минут. Чтобы выглядеть естественно, нужно 3 часа. Идеальная жена та, которая знает, когда муж хочет, чтобы его заставили что-то сделать против его воли. Женщина побеждает, как реклама, повторяя одно и то же. Зрелость — возраст, когда мы все еще молоды, но с гораздо большим трудом. Покупать легко, трудно только платить. В жизни мужчины есть 2 периода, когда он совершенно не понимает женщин, до свадьбы и после. Молодую женщину подстерегают 1000 опасностей, но только несколько из них доставляют настоящее удовольствие. Женщина, которая настолько умна, чтобы спросить совета у мужчины, редко бывает настолько глупа, чтобы этому совету последовать.
Интеллигентная женщина не повторяет сплетен. Она сочиняет их. Три вещи не прощаются женщинам, но никто не знает, какие и почему. Если ты не знаешь, целовать девушку или нет, на всякий случай поцелуй. Женщина не гонится за популярностью. Ей вполне достаточно, если ее понимают 30-40 мужчин. Диплом о высшем образовании – корочка, которая свидетельствует о том, что у вас был шанс чему-нибудь научиться. Такт – умение сообщить гостям, что день рождения уже 4 часа как закончился. Макияж – это лицо из вторых рук. Маникюр – это реклама. Педикюр – приятный сюрприз. Для меня деньги – ничто, был бы только мужчина веселый. Но как же он будет веселый без денег? Если мои подружки такого же мнения обо мне, как и я о них, то хорошего же они обо мне мнения. Слишком долго носить одно платье вредно для организма. Даже самая красивая женщина никогда не верит в свою красоту, а если на минуту поверит, то сразу же начинает тревожиться, достаточно ли она умна. Чтобы узнать мой возраст, вам придется меня распилить и сосчитать слои. Дожив до определенного возраста, приходишь к выводу, что все знаменитые люди в твоем возрасте были уже знамениты. Янина и Похорская. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.